Мужчина по имени Адольфо помогал дрессировать львицу с тех пор, как она была маленьким детенышем. К сожалению, мужчине пришлось оставить работу дрессировщика львов и переехать в другой город, но в конце концов он вернулся, и Киара была более чем рада его видеть. На самом деле, вы никогда не поверите, как один из самых свирепых хищников природы отреагировал на появление своего старого друга. Поначалу это может даже напугать вас, но не волнуйтесь, этот котенок всего лишь хочет поиграть. Львы известны как короли джунглей, и на то есть веская причина. Они являются главными хищниками, и им не о чем беспокоиться, в то время как все обитатели джунглей должны опасаться их присутствия. Людям, отправляющимся на сафари, всегда рекомендуется опасаться львов и львиц. Близкая встреча с этими животными очень опасна, и не так уж много людей могут приблизиться к льву или львице и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. С другой стороны, Адольфо – исключение из этого правила. Львенка зовут Киара, и он был обучен Адольфо. Мужчина нашел ее в Мексике и спас. Он привез Киару в приют и вырастил ее, показав львенку все, что ей нужно знать, чтобы выжить в стае. Между ними была крепкая связь, но была одна проблема. Адольфо отвез маленькую Киару в заповедник диких животных и дал ей это имя в честь киногероини «Король лев». Он не просто отпустил ее туда одну, он помогал растить и тренировать ее. Адольфо считал себя приемным отцом Киары. Эти двое сблизились и породили прекрасную историю, которую мы покажем вам сегодня. Несмотря на то, что название было придумано в честь персонажа мультфильма «Король лев», Киара имеет множество значений на разных языках. В переводе с итальянского оно означает «яркое», а на хинди – «драгоценный дар Божий», в переводе с корейского это означает «первый луч солнца», и все эти значения были именно теми, которые Адольфо испытывал к этому драгоценному львенку. Киара продолжала расти, и ей уже не было места в первом приюте для диких животных. Адольфо знал, что должен принять душераздирающее решение и отправить Киару в более просторное и лучшее место для львицы, которая постепенно становилась взрослой. Именно тогда Адольфо обратился в фонд Black Jaguar White Tiger Foundation. Фонд Black Jaguar White Tiger согласился взять Киару к себе, когда она подросла. В 2013 году бизнесмен Эдуардо Серя основал фонд после того, как спас детеныша ягуара, которого он назвал Сьелла. Бедный детеныш был найден в Монтерее и выставлен на всеобщее обозрение в зоомагазине. Цель фонда «Черный ягуар» и «Белый тигр» спасти и приютить как можно больше диких кошек, чтобы обеспечить этим великолепным представителям семейства кошачьих наилучшую жизнь. Таким образом, заповедник также предотвращает незаконную охоту. Как Киара вписалась в свой новый дом, Адольфо снял себя и опубликовал несколько фотографий и видео, на которых он запечатлен с маленькой Киарой, сказав, что им придется расстаться. Это было душераздирающе не только для него, но и для Киары, которая каждый день находилась в его компании. Год спустя они воссоединились, и видеозапись их встречи снова стала вирусной. Шло время, Киара становилась все больше и свирепее, но она никогда не забывала об Адольфо. Мужчине каким-то образом удалось подружиться с этой львицей, и Киара всегда ждала его появления. К счастью, мечта Киары сбылась. Прошел год с тех пор, как Адольфо расстался с Киарой, и львица превратилась в страшного зверя, к которому ни у кого не хватало смелости приблизиться. Однако она никогда не забывала об Адольфо, и ее любовь к нему стала очевидной, когда мужчина пришел навестить ее. Адольфо решил вернуться в парк «Черный ягуар» и «Белый тигр», чтобы навестить Киару. Свирепая львица услышала его голос и пришла в восторг. Львица не могла поверить, что слышит голос Адольфо. Она продолжала смотреть на дверь, надеясь, что это действительно он. Видя, как взволнована львица, люди советовали Адольфо не заходить в клетку. «Как вы думаете?» Он послушал их. Мужчина все еще советовался с другими работниками зоопарка, стоит ли ему заходить, но его решение было принято сразу, как только он увидел Киару. Он знал, что должен зайти. Когда Адольфо уже собирался открыть дверь, у него возникли сомнения. Может быть, Киара не помнит, кто он такой, и может напасть на него.
Дикие животные могут вести себя неожиданно, и это рычание и хождение взад-вперед вряд ли можно было принять за сердечный прием. Так что же сделал Адольфо? Адольфо надеялся, что Киара запомнит не только его голос. Если она забудет его и он зайдет в ее вольер, его жизнь будет в опасности. Стоило ли рисковать? Дрессировщик использовал все свои знания о львах и Киаре и открыл дверь. Любовь взяла верх над Адольфо, и он позволил своей любви к Киаре возобладать над здравым смыслом. Когда Киара увидела Адольфо, она бросилась к нему и, к удивлению своего отца, обняла его и повалила на землю. Если бы вы увидели эти фотографии вне контекста, вы бы подумали, что она напала на него, но все, что Киара делала, это обнимала своего отца. Адольфо зашел в клетку к Киаре, и львица прыгнула к нему на руки. Вы можете в это поверить. Это выглядит так, словно два старых друга обнимаются. Большая львица не отпускала Адольфо, и тот упал, но Киара все еще держалась и упала вместе с ним. Она никогда не собиралась отпускать своего любимого лучшего друга. Киара была просто в восторге от встречи со своим старым тренером и прыгала через него. Если мы в чем-то и можем быть уверены, так это в том, что Киара не собирается расставаться с нами в ближайшее время. Вам не кажется восхитительным, что этот невероятный зверь ведет себя как маленький котенок, когда Адольфо рядом? Такое не каждый день увидишь, и это показывает нам, насколько крепкой может быть связь между львицей и ее дрессировщиком. Вы когда-нибудь ожидали, что это произойдет, когда Адольфо вошел в клетку? Судя по всему, Адольфо нужно привыкнуть к тому, что рядом с ним львица, потому что Киара будет набрасываться на него каждый раз, когда он придет в зоопарк. Киара так рада снова быть с Адольфо, что начинает кусать его за джинсы. Большинство людей даже близко не хотят подходить к львице, но Адольфо спокойно позволяет львице кусать его за ногу. Разве это не невероятно? Киара была так рада видеть своего папу, что даже продемонстрировала свое умение прыгать вокруг него. Адольфо был очень доволен ее реакцией. Он даже не предполагал, что эта встреча будет такой напряженной. Широкая улыбка на лице Адольфо говорит сама за себя. Киаре потребовалось около получаса, чтобы успокоиться, и она села рядом с Адольфо, который гладил ее. Разве это не безумие, что эта львица ведет себя как домашняя кошка? Это должно быть одна из самых невероятных историй, которые мы когда-либо видели, вам так не кажется? Киара рычала, тяжело дышала и жевала одежду своего отца, потому что была слишком счастлива снова увидеть его после стольких лет разлуки. Что они сейчас делают? Наблюдая за этими моментами, дрессировщики фонда не могли поверить, что такое опасное животное проявляет столько любви к человеку, которого она давно не видела. Тот факт, что львы обычно объединяются в стаю, должен был помочь Киаре сохранить свою любовь к Адольфо, который, в конце концов, был ее отцом. История Адольфо продолжается. И он обновляет информацию о поклонниках Киары в социальных сетях, всегда публикуя видео, на которых они играют, обнимаются или просто нежатся на солнышке. Адольфо подписывает свои фотографии с моей дочерью, которой в марте этого года исполнилось 6 лет. Нельзя отрицать, что связь между Адольфо и Киарой крепка, даже после стольких месяцев разлуки. Видео о воссоединении стало вирусным по всему миру и помогло привлечь внимание к заповедникам диких животных. Благодаря этим трогательным моментам Адольфо помог повысить осведомленность об опасности вымирания львов и о том, почему необходимо поддерживать сохранение вида. Адольфо продолжал посещать заповедник и познакомился с другими львятами, которых он помогал растить. Здесь он отдыхает в тени с большими кошками. Не правда ли, такую фотографию редко увидишь? Однако Адольфо не единственный, у кого особое отношение с большими дикими кошками.